Привет, армия. Недавно Чингук и Тэхён были замечены на очень важном событии – свадьбе своего лучшего друга Ким Джангука. Торжество было закрытым, присутствовали только самые близкие друзья. Тем не менее, они решили прийти вместе. Это заставило многих заговорить об их новой близости. Это не первый раз, когда их видят поддерживающими друг друга в ситуациях, которые, безусловно, важны для обоих. Хотя свадебных фотографий было опубликовано немного, различные корейские СМИ подтвердили, что Тэхён действительно был там, и они сделали это вместе. Эта новость привлекла внимание, потому что в последние месяцы они отбросили несколько признаков, указывающих на то, что их отношения – нечто большее, чем просто совпадение. Они ходили в спортзал вместе, их видели обедающими в таких частных заведениях, как Нобу, а Чингук даже упомянул в прямом эфире, что обычно гуляет с Тэхёном по утрам. И теперь, в довершение всего, их совместное присутствие на таком частном мероприятии, как свадьба, похоже, подтверждает то, что многие уже видели. Важная деталь здесь заключается в том, что все произошло так просто, это не было запланированным или вынужденным моментом. То, что они продемонстрировали, было естественным, они решили проводить время вместе как в повседневной жизни, так и на важных праздниках, и именно эта последовательность заставляла людей воспринимать Тэкука как отношения, которые крепли с каждым днем. То, что Ким Джангук пригласил их, не было неожиданностью, он знал их и понимал, что куда бы ни шел один, другой почти всегда следовал за ним. Близость больше не оставалась незамеченной. В небольших моментах, таких как тихие ужины, спонтанные прямые трансляции или даже семейные торжества, они показывали, что им нравится быть вместе, и, в конечном счете, это было самое главное. Для многих поклонников каждое появление Тэкука было напоминанием о крепкой связи между ними. И хотя они не выражали своих чувств прямо, то, как они сопровождали друг друга, говорило о многом. В конечном счете, слова стали не нужны, когда повседневных жестов стало достаточно, чтобы рассказать историю. Свадьба в данном случае была не просто событием, она стала еще одним подтверждением того, что в решающие моменты Чингук и Тэхён искали и выбирали друг друга. Это подтверждает мысль о том, что их отношения не ограничиваются общей сценой или профессиональной деятельностью, они также занимают важное место в их личной жизни. Со временем то, что когда-то было просто слухом, стало реальностью. Это не случайная встреча, это повторяющаяся закономерность, совместные репетиции, частные ужины, непринужденная речь на телепередачах, посещение особых мероприятий. Все это указывает на то, что их отношения постоянно развиваются. Свадьба Ким Джон-кука не просто важный день для него, это новая глава в жизни Тэхёна. Это еще один пример того, как Чингук и Тэхён предпочитают переживать важные моменты вместе. И этот постоянный выбор, повторяющийся снова и снова, поддерживает надежду на то, что вскоре они сделают еще один шаг вперед. В последние дни ходили слухи о том, что Чингук и Тэхён собираются провести вечер в Ханнам-доне. Несколько свидетелей утверждали, что видели их в Бэнккол Амперсанд Комок, популярном местном пабе и ресторане. Один из них заметил, что, выпивая там, они увидели их за одним столиком. Судя по всему, все прошло гладко. Тэгук пришел, сел и, казалось, был готов к еде без каких-либо проблем. Это место славится свежими морепродуктами и классической атмосферой, что делает его привлекательным как для знаменитостей, так и для постоянных клиентов. Место быстро заполнилось, и многие решили, что Чингук и Тэхён, возможно, забронировали столик заранее. Однако вскоре после того, как они сели, все изменилось. Некоторые посетители начали их узнавать, и постепенно к ним подходило все больше людей. Идея спокойного вечера стала сложной, и поэтому они в итоге ушли пораньше. Хотя они не могли долго оставаться, их намерение было ясным – разделить моменты вместе в разных местах. Подобные мероприятия стали обычным делом в последние месяцы. Мы видели, как они тренируются в спортзале, ужинают в элитных ресторанах, таких как Нобу, наслаждаются утренними прогулками или вместе проводят время на частных торжествах, например, на свадьбе их друга Ким Джангука. Пребывание в Ханнам-доне пополняет список планов, показывающих, как сильно им нравится проводить время вместе. В этом случае бросается в глаза то, как они справились с ситуацией. Даже когда люди начали приближаться друг к другу, Чингук и Тэхён сохраняли спокойствие, не теряя той близости, которую они всегда демонстрируют, находясь в одном пространстве.
Они не привлекали к себе внимания, они просто наслаждались ужином, как любая другая пара. Важно отметить, что, хотя несколько свидетелей рассказали в социальных сетях о том, что видели их, никаких фотографий или видео не было опубликовано. Это отрадно, поскольку показывает, что есть еще люди, которые предпочитают уважать их личную жизнь. Чингук и Тэхён заслуживают того, чтобы проводить время наедине, не чувствуя, что за каждым их шагом следят. Если они когда-нибудь решат поделиться этим опытом, то сделают это по собственному желанию, а не потому, что кто-то это раскрыл. За всеми подробностями ясно, что Тэхён продолжает создавать совместные воспоминания. Это может быть ужин в укромном ресторане, вечеринка или даже просто свидание. Важно то, что они ищут друг друга и сопровождают друг друга в разных сферах повседневной жизни. Каждая из этих сцен в конечном итоге показывает, что им нравится общество друг друга. Короче говоря, поездка в Бангул и Камак – еще один пример того, как Чингук и Тэхён продолжают находить время для общения, даже если им иногда приходится менять планы из-за всеобщего внимания. Хотя этот ужин был коротким, одного того факта, что они решили провести вечер вместе, достаточно, чтобы понять, что для них значит это единение. И самое главное, те, кто следит за ними, умеют ценить эти моменты и надеяться, что, когда им захочется, они сами захотят ими поделиться. Говоря о Тэхёне и Чингуке, недостаточно просто упомянуть, что они коллеги по группе или делят сцену. Самое поразительное – это то, как они взаимодействуют друг с другом каждый день. Дело не только в словах или в том, что они говорят в интервью, дело в том, как они общаются, не разговаривая. Есть моменты, которые явно демонстрируют эту связь. Например, когда они вместе, их часто можно увидеть держащимися за руки, массирующими плечи друг друга или молча смотрящими друг на друга, как будто один этот взгляд успокаивает их. Это простые жесты, но они наполнены смыслом. И что самое поразительное, эти жесты не повторяются одинаково с другими участниками. Это вещи, которые, кажется, предназначены только для Тэхёна, они не происходят только перед камерой или в эфире. Это также очевидно в личных ситуациях, которые со временем попадают на видео или в кадры подготовки к концерту. На этих изображениях вы можете видеть, как один из них подбадривает другого, разговаривают друг с другом тихими голосами или пытаются успокоить друг друга, готовясь к выходу на сцену. Это постоянное взаимодействие повторяется в разных контекстах, и каждый раз, когда это происходит, это усиливает идею о том, что между Чингуком и Тэхёном есть что-то уникальное. Явным примером этого является недавняя вылазка, когда несколько человек утверждали, что видели их в ресторане. Хотя поначалу они сидели и наслаждались местом, со временем все больше людей стали узнавать их и подходить к ним, в результате чего Тэхён ушел раньше, чем ожидалось. Однако интересно в этой ситуации то, как они отреагировали, спокойно, сохраняя ту же близость, что и в других случаях, не было никаких изменений в их поведении, и ни один из них не пытался преувеличивать. Они продолжали вести себя как обычно, разделяя пространство, которым они выбрали, чтобы наслаждаться вместе. Сцены, подобные этой, не единичны. Часто появляются видео и свидетельства, которые подтверждают одно и то же, что у Тэхёна и Чингука особый способ быть рядом друг с другом. На многих записях кажется, что они почти автоматически реагируют на движения друг друга. Если один приближается, другой следует за ним. Если один касается, другой отвечает, не задумываясь. Эта естественность создает впечатление, что они находятся в своем собственном мире. Мире, где им не нужно много говорить, потому что они уже знают, что другой хочет сказать. Иногда, даже посреди интервью или за кулисами, эта синхронность ощутима. В то время как другие сосредоточены на чем-то другом, они находят способы поддерживать минимальный, но постоянный контакт. Иногда прикосновение к руке, иногда более длительный, чем обычно, взгляд или жест поддержки именно тогда, когда другой в нем нуждается. Именно эти детали, какими бы незначительными они ни были, больше всего привлекают внимание тех, кто внимательно за ними наблюдает. Ключевое отличие в том, что они не кажутся запланированными, не являются чем-то подготовленным, они возникают сами собой. Именно это вызывает такой интерес к Тэкуку, независимо от того, находятся ли они в окружении камер, зрителей или даже в более интимной обстановке, связь между ними всегда остается неизменной, и хотя прямого объяснения нет, фактов достаточно, чтобы понять, что у них очень близкие отношения.
Сейчас трудно игнорировать то, как эта динамика сохраняется на протяжении многих лет. Это не отдельные жесты, а константа, которая повторяется на разных этапах и в разные моменты их жизни. Это повторение демонстрирует привычку, доверие и связь, превосходящую то, что многие себе представляют. Что же происходит с Тэкуком, так это то, что, когда все эти детали складываются воедино, вырисовывается ясная картина. Два человека, которым нравится общество друг друга и которые находят простые способы составить друг другу компанию. Будь то перед концертом, в ночном клубе, во время репетиции или на частном мероприятии, важно, чтобы всегда были знаки, показывающие, как сильно они заботятся друг о друге. Get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it.